Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Агир Устемович, кандидат биологических наук, турист и преподаватель, популяризатор науки и научного метода. Я много учился, побеждал в конкурсах, бывал в разных местах, перевел ряд заумных статей, накопил много цветных картонок, а главное, у меня очень большая голова. А если серьезно, приглашаю вас обсудить современные проблемы экологической безопасности и наше отношение к ним. Попробуем разобраться, где грань между мотивирующими лозунгами о сохранении природы и популизмом, как поживает концепция устойчивого развития, и прав ли был Джордж Карлин, говоря «Planet is fine, people are not quite so fine». Но обо всем по порядку. Тысячи лет наши предки выживали в мире, полном опасностей, беззащитные перед стихией, в ежедневной борьбе со смертью и голодом. Бесплотные шкуры, острых клыков и ядовитых жал, не слишком быстрые и не самые сильные, они были обречены сгинуть во тьме веков. Но подождите, вот же я, стою перед вами. А значит, у наших предков были качества, ставшие решающими в борьбе за существование. Действительно, несмотря на свой беззащитный вид, у людей было два главных орудия. Интеллект, сознание, мышление, рефлексия, называйте как угодно, и выносливость. Мало шерсти и непревзойденное количество потовых желез, наряду с прямохождением и всеядностью, вот секрет успешного марафонца-охотника. Беги-беги, зверь, на короткой дистанции у человека нет шансов тебя догнать. Но рано или поздно ты выбьешься из сил, и он найдет тебя по следам. Второй наш козырь – интеллект, который, помимо прочего, позволяет находить инновационное применение обычным вещам. В умелых руках простая заостренная палка становится грозным оружием, а обломком кости можно решить дюжину бытовых задач. В августе 2018 года далеко в дебрях североамериканских лесов после изнурительного 5-часового марша по горам мы встали лагерем, и им тут же заинтересовалась семья медведей. Страх разбудил древние инстинкты, расшнурованное лезвие ножа превратилось в самодельное копье, а разбросанные по поляне камни в кучу метательных снарядов. Нас было 4, и мы могли дежурить попарно, у костра, ходить за водой или навещать мешок с едой, который висел в 100 метрах от лагеря на дереве. Так, отбиваясь палками и камнями от самых настырных медведей, мы и провели ночь. Это пример еще одного, возможно, самого главного преимущества нашего вида – способности к кооперации. Выживать проще сообща. Доверие и готовность бескорыстно помочь ближнему гарантируют процветание всей группы, особенно если она небольшая. Альтруистическое поведение встречается даже у бактерий. Как ни странно, помогая своей популяции, ничего, казалось бы, не получая взамен, они увеличивают и число собственных потомков. Люди не делятся генами устойчивости к антибиотикам, но они готовы делиться главным – пищей и заботой. Делай добро другому, и оно к тебе вернется. Конечно, скажет недобрый скептик, когда ты живешь в племени, все тебя знают и готовы помочь в ответ. А какой смысл помогать незнакомцу в миллионном городе, если ты никогда его больше не увидишь? У меня встречный вопрос. А вам нравится получать подарки? А дарить? Дарить кому-то нравится даже больше. Странно, правда? Все потому, что человеческий мозг прошел через очень долгий и жесткий отбор. И хотя его индивидуальная изменчивость превышает любую другую, все люди разные, эмпатия, сострадание и стремление помочь – неотъемлемые человеческие качества. У добрых и отзывчивых людей лучше настроение, крепче здоровье и ярче жизнь. Ведь это правильная стратегия, полезная для выживания группы, и наш организм запрограммирован на ее поощрение. И мы стали невероятно успешны. 8 миллиардов особей. Какой стремительный рост. Одежда и технологии позволяют людям жить в любой точке планеты. Однако наше вторжение в экосистемы, даже высланное благими намерениями, означает приговор тем, кто доминировал в них до нас. Понимание того, что человек активно изменяет природу, и текущая траектория развития цивилизации не может продолжаться долго, пришло к нам не сразу. «Не будем ждать милости от природы», — говорили мы совсем недавно, — «возьмем ее сами». И мы брали, превращая горы в карьеры, разворачивая реки и вырубая вековые леса. Человек покорил биосферу, назвал себя венцом творения и стал причиной массового вымирания видов. И лишь увидев планету со стороны, в космическую эпоху, мы стали осознавать, насколько хрупок и уникален наш общий дом.
Ученые говорят, что часы судного дня сегодня замерли на отметке 23 часа 58 минут. Человечество стоит на пороге апокалипсиса. Пришло время нам проявить милость по отношению к природе, доказать себе, что человек нечто большее, чем ненасытная обезьяна, забравшаяся на вершину пищевых цепочек. Одним из известных событий, ознаменовавших эпоху осознания надвигающейся катастрофы, стал саммит ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, где была поднята проблема так называемого устойчивого развития. Разумная идея, хоть и не самый удачный термин, и еще менее удачный перевод. Стало очевидно, что такое устойчивое развитие в долгосрочном плане невозможно осуществить, опираясь на невозобновимые ресурсы и традиционную экономику. А ведь место под солнцем, сама территория, является одним из таких исчерпаемых ресурсов. Электричество открыло нам дополнительные измерения для роста. С появлением лифтов небоскребы устремились вверх, покоряя высоты, ранее доступные лишь птицам. Перспективные проекты обещают нам плавучие города в океане, тропические оазисы в заброшенных сибирских карьерах и подводные убежища. Но даже жизнь на дне океана не сможет защитить нас от падения астероида. Любопытный и во многом правдивый, несмотря на очевидную сатиру, сценарий такой катастрофы был недавно обыгран в голливудском фильме «Не смотри вверх». Но летающие камни лишь одна из космических угроз, наиболее очевидная, медленная и осязаемая. Источник губительного для жизни излучения может находиться в триллионе километров. А так как оно распространяется со скоростью света, предугадать или защититься от него невозможно. А значит, вся наша цивилизация может исчезнуть в следующую секунду. Нет? Что ж. К счастью, теория информации, термодинамика и здравый смысл дают основание считать, что частота случайных событий находится в обратно пропорциональной зависимости от генерируемой ими энергии или информации. То есть, чем событие более масштабное, тем реже оно происходит. Мелкие аварии случаются постоянно. Их ущерб невелик. Чернобыль или Фукусима – редкие катастрофы с глобальными последствиями. А где-то впереди, за очередным витком коллайдера, нас может ожидать технологическая сингулярность. Новая технология, которая неизбежно уничтожает любую докопавшуюся до нее цивилизацию. Что считается одним из возможных решений парадокса Ферми, почему молчит Вселенная. В любом случае, освоение Солнечной системы и строительство внеземных колоний – наша единственная страховка от тотального уничтожения. Ну а вернемся к нашим баранам. К тем, что выбрасывают из окон мусор, объезжают по обочине пробку и совсем не стремятся ограничивать себя в чем бы то ни было на благо общества. Это классический сценарий проблемы общин. Индивид использует возможность сиюминутной выгоды за счет отдаленного неудобства многих, не осознавая, что в итоге теряет гораздо больше. Можно даже сказать, и я не стремлюсь здесь никого оскорбить, а лишь высказываю свое обоснованное суждение, что те, кто не упускает случая протиснуться без очереди, чуть менее человечны, чем те, кто добросовестно выполняет социальный контракт. Ведь обман, воровство, грабеж и лень, позволяющие получить максимальную выгоду при минимальных затратах, квинтэссенция биологического поведения. С другой стороны, кооперация, альтруизм, поддержка слабых и готовность вкладываться в долгосрочные проекты, не ожидая увидеть их результаты при жизни, то есть сознательное социальное поведение – это черты настоящего человека, разумного человека, человека, у которого есть будущее. Хорошо, скажет добрый слушатель. Понимаю масштабы проблемы, но что могу сделать лично я? Ведь я уже сортирую мусор, хожу в магазин с сумкой, бережно отношусь к природе и передвигаюсь на трамвае. Что еще? Отказаться от мяса? Реже принимать душ? Только если это сделает вас счастливее. Уменьшать свой углеродный след – благородная задача. Но куда важнее увеличивать свой след интеллектуальный. Учитесь, читайте, расширяйте кругозор, проверяйте источники информации. Развивайтесь, станьте одним из них. Вы не поверите, насколько может измениться ваша жизнь. Ведь наука заразна и восхитительна. Когда в вашем окружении не останется гомеопатов и астрологов, это приблизит летающие города на Венере больше, чем 1000 несъеденных коров. Рефлексия делает нас людьми. А наука открывает горизонты, о которых мы даже не догадывались. А потом догадались. И построили приборы, зарегистрировавшие дрожь самой ткани Вселенной от слияния далеких массивных объектов. Космос изучает себя нашими глазами.
Наш вид достиг колоссальных успехов. Осталось удержать колосса на ногах. 3 дня назад в журнале Environmental Health Perspective вышла статья, подтверждающая присутствие микро- и нанопластика в новорожденных и в плаценте. Наши тела аккумулируют все больше токсинов и химического мусора. Океаны и даже ближайший космос превращаются в свалку. В эпоху тотальной глобализации, трансграничного загрязнения и международных проектов мы все еще не можем договориться о главном. Конференция ООН, на которой был поднят вопрос устойчивого развития, прошла 30 лет назад. Сменилось поколение, но согласия так и не достигнуто. Охрана окружающей среды остается внутренним делом стран. В международных договорах лишь конвенции и рекомендации. Свою фрустрацию по этому поводу озвучила одна шведская девочка, которая вместо школы пошла на саммит ООН по климату и на всех накричала: «Как вы смеете!» – возмущалась она, обвиняя взрослых в популизме и испорченном детстве. Ее пламенная речь имела большой резонанс, особенно среди сверстников. Но потом в сети появились фото ее домашнего интерьера с мебелью из натуральной кожи, где за один стул обычный доцент отдал бы годовую зарплату. У вдохновляющей истории появился неприятный привкус. Свои фантазии на тему крайности и экофашизма я выразил в рассказе «Дистопия Тунберг», который успешно провалился на одном из сетевых конкурсов. Да, проблем много. И наверняка будет еще больше. Но нельзя отчаиваться. Слишком поздно для пессимизма внушали нам уже 13 лет назад Ян Артюс Бертран и Люк Бессон, создатели фильма «Дом», который советую посмотреть каждому. И я с ними согласен. Мы очень изобретательный вид и переживем большинство катаклизмов. Но очень хочется, чтобы мы сделали это как люди, достойно и сообща. Спасибо за внимание.